Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. Да, и хотел бы напомнить о таком моменте, как розыгрыш, который я уже пару раз анонсировал в предыдущих видео. Я все решил. Первый розыгрыш будет, когда в группе достигнет количество подписчиков 500. И разыграю 999 нашей виртуальной голды. Ну, а мы продолжать. И сегодня мы с вами обсудим даже, наверное, не тир-лист, а просто подбор команд, как правильно формировать команды, какие лидеры будут более актуальны на клан-боссе, что можно с этим сделать, и покажу свой урон по, собственно, тому же самому клан-боссу. Самое первое, что приходит на ум, это, конечно же, совет кошмара, потому что нам дают гневы, это буст скорости. Скорость, соответственно, увеличивает нам нанесенный урон. Чем больше урона, тем лучше. Гнева мы получаем за 2 недели, плюс к этому всему все герои фракции в основе своей это физовики. То есть к ним нужно, помимо того, что 4 героя из фракции кошмара, желательно, конечно же, иметь к ним еще и разлом, дизармор, как угодно. Любой скилл, который будет накладывать понижение защиты, физической именно. Это Торадор, это Арес, это те персы из фракции, ну и у Хаса там минус 10%. Если у первых двух быков-коров минус 20% к физзащите у цели, то у Хасу минус 10%. Соответственно, выгоднее, конечно, они. Плюс Тора, как я уже говорил в предыдущем видео, имеет лидерку, и там есть такое свойство, как шанс на доп урон в 30%. Даже его можно не выставлять, просто носить с собой для буста фракции как лидера. Но, опять-таки, это все физовики. Плюс тот же Салазар, который дает шикарную кровь на клан-боссе. Комода, который тоже дает кровоток. Владов, который тоже дает кровоток. А по кровотоку, как вы, наверное, читали уже описание скилла, увеличение наносимого физ-урона плюс 10%. То есть, опять-таки, буст к этой фракции. Как подобрать вашу команду? Нужно смотреть уже из персов, которые присутствуют, но буквально позавчера залил видос о мерзости, и товарищ достаточно неплохо себя показывает на клан-боссе, но не настолько хорошо, как тот же высокомерный, либо Салазар, но в любом случае, прямой как палка и простой как кирпич, мерзость дает неплохой урон. Конечно же, из всех представленных хороший дэмэдж будет давать Деймос, просто великолепный. Если вы посмотрите в клан-боссе общемировой рейтинг, то там Деймос прям может показать себя. И тот же высокомерный тоже может очень неплохо так даже наваливать на клан-боссах. Да, в принципе, все милишники из этой фракции дают неплохой такой себе урончик. Но запомним, что совет кошмара, физ-урон, лучше всего с дизармором, с кровотоком, и понеслась душа в рай. Также сегодня у нас стартанул призыв Пироса, и это тоже лидер, как вы заметили, уже адского взрыва. Адский взрыв в основе своей это магический урон. Ну, не берем, конечно же, Долорес и Ситрама, но большая часть представленных персов этой фракции это маг-урон. И Пирос, как таковой, помимо своей лидерки, что он дает буст к характеристикам, ну, как у всех лидеров так, есть такая фишка, что когда он использует ульту, а это прицельный выстрел, если он занимает позицию лорда, то прицельный огонь, который собирает всю нашу орду из фракции в одну кучу, кроме хила, и наносит урон, грубо говоря, совместный, до 700%. То есть, чем меньше у нас представителей фракции, тем меньше наносимый общий урон от ульты лидера. Но во время ульты также у него срабатывает эффект повышения пробивания, когда идет игнор 30% всей защиты, и маг, и физ. То есть во время ульты он навешивает на свою команду, на свою фракцию игнор 30% защиты и плюс увеличенный урон до 700%. Конечно же, Твинфилд будет посимпатичнее, потому что, ну, это лего. В любом случае, это лего. Плюс у него, как у лидера, и повышение пробивания, и повышение шанса крита, и повышение крит урона идет. Хекс, топ-2 сервера по урону на клан-боссе. В принципе, ну, если его правильно собрать красиво, то он идет плюс-минус там где-то сразу после зелитки. Хотя можно посоревноваться именно с Деймосом, потому что Деймос тоже может выдавать там космические или около того цифры. Но в любом случае, Хекс хорош, пробуды увеличивают урон, все увеличивает урон, плюс он сам себе бустит скорость, плюс у него магический урон идет как таковой на луке, поэтому все его атаки магические, то есть, ну, отлично. Зилка, ну, это богиня, это понятно, богиня клан-босса, под своим лидером она выдает километровые тонны этого самого урона, но не у всех есть Зелита, там, или не у всех есть Пирос, не у всех есть Твинфилд, поэтому там оно может быть по-всякому. Единственный минус, кстати, этой команды, то, что должны быть 5 слотов у команды, забиты именно фракцией. Если с советом кошмара хватит 4 слотов и взять одного дополнительно, там, хила, не знаю, баффера, дебаффера, там, кого угодно, то именно у адского взрыва, чем больше забито слотов команды, тем больше будет урон во время ульты лидером. Ну и звездные странники внезапно, ну или не внезапно, но тоже могут давать неплохой уроний за
счет, единственное, конечно же, самое главное, что можно сказать, это лидер, потому что должна быть Арача на лидерке, потому что Лунарию нам уже почикали, и она не такая имбовая, как была. Но Арача, являясь лидером, увеличивает урон, наносимый своими сопартийцами на 5% за каждую плитку до цели. То есть плюс урон. Плюс в этой фракции у нас есть Хекс, плюс есть Таурель, на которую тоже был относительно недавно видосик, который набивает там около космические цифры. Калипсо тоже шикарный гипот, она наносит там тоже может наносить огромные уроны. И плюс этой фракции в том, что нам нужен лидер, и даже, ну, предположим, у вас есть тот же Хекс, и нету больше никого из них, и неважно. Вам хватит Хекса, потому что Хекс будет получать буст от Арачи. Тут нет условия, чтобы чем больше было в команде, либо чтобы раскрылось, как у Совета Кошмаров, лидерка на максимум, нужно больше представителей этой самой фракции. Нет, лидер Арача, и к ней лучник, который будет наносить урон, и это будет прям, ну, хороший урон в хорошем шмоте. То есть фул жирная там какая-нибудь ультра сборка перса в самом лучшем своем обвесе, и он будет давать огромный урон. Плюс этой фракции в том, что, как я уже говорил, неважно, сколько у нас стоит представителей фракции, главное лидер и тот самый лучник, который будет давать урон, и там уже можно дальше забивать слоты хилом, саппортом, там как угодно. И да, саппорты. На клан-боссе очень хорошо себя показывают саппорты. Это та же самая Долорес из Совета Кошмаров, потому что она бафает атаку в радиусе в своем, и со всеми пробудами этот баф будет составлять 60% от ее личной атаки, поэтому она никакой не целитель, она просто-напросто бафер, который может там поддержать там своими 2500 хила какого-нибудь там полудохлика, на всякий случай. Внезапно, у нас тут недавно, на той неделе, был призыв X10 на Асхора, и да, Асхор тоже является бафером. Как танк, ну не знаю, я его не тестил как танк, я его вообще в принципе особо не тестил, но этот товарищ может накидывать на команду увеличение атаки до 25% при прокачке всех скиллов, то есть это плюс к урону. Параллельно с этим он жирненький, он получает меньше урона от каких-нибудь болидов. Тут уже, да, идет момент, что как его ставить, чтобы он выживал, чтобы он подхиливался. И да, баф Асхора и баф Долорес не стакается. Как только я его смогу одеть в меняемый шмот, конечно же, будет тест на клан-боссе, и посмотрим, что он из себя покажет. Внезапно у нас еще есть бафер. Ну как внезапно? Уже давно внезапно. Я ее достаточно везде использую. Это Лорел. Подруга, которая бустит реген ярости своей ультой. Плюс у нее есть пассивка на повышение урона. Плюс 10% при прокачке и покраске и всех скиллах. Плюс 20% к урону на 9 секунд, когда союзник применяет суперспособность. По-моему, круто. Это же хорошо, это же просто волшебно. Плюс, когда мы ее убираем со стола, неважно, жива она, мертвая, когда мы ее сами отзываем со стола, она восстанавливает 50% ярости союзникам, которые ее окружают непосредственно в соседних клетках. Поэтому тоже достаточно годный перс. И, кстати, да, я ее использую и покажу еще раз, как я с ней гоняю и что мы делаем. Остальные наши представители фракции Трон Севера, Страж, Проклятый Культ и опять-таки Орден Таинств под своими лидерами, конечно, могут давать какой-то урон на конбоссе, но это не метовые сборки. То есть мета — это Совет Кошмара, Адский взрыв. У кого нету Адского взрыва Зелиту, то смысл в нем почти что пропадает, и поэтому используют, если вдруг есть Арача, то Звездных Странников. То есть вот три фракции, которые могут нам помочь сделать клан-боссу больно и забрать максимально возможную награду. Ну а теперь, конечно же, го проверять уроны, которые наносит команда. Ну а теперь давайте обсудим тайминги, расстановку и вообще все, что происходит именно со мной на клан-боссе. Первый заходит Зелиту, второй Долорес. В принципе, на этом пока остановимся. Почему Зелиту? Потому что у нее на базе прописан скилл, что если она дефает кого-то держит, кого-то удерживает, кого-то танчит, то увеличивает наносимый урон на 20%. И да, в принципе, я так думаю, что это работает, потому что ставил я ее под лорку, то есть на место Салазара, выше на клеточку. И урон был чуть больше, но он был примерно таким же, с условием то, что лора ее заливала постоянно яростью. Вторая заходит Долорес, потому что у меня на Долорес прилив сил, и сет, собранный с второго рейда 19 плюс этапов, бустит на 5% атаку персу, которого мы ставим, и любому персу, который находится в зоне покрытия
в зоне радиуса перса с сетом прилива сил. Вот такие вот пироги. Так как у меня Долорес одета именно в прилив сил, то я ее ставлю второй, чтобы она бустила непосредственно Зелиту. Дальше выставляю всех, ставлю гнева, убираю. Как вы видите, у меня всего лишь 3 представителя кошмара. Да, я долго выбирал, что делать. Буст 30, дополнительные 15% к скорости атаки, либо его отсутствие, но полный пик непосредственно адского взрыва под пиросом, чтобы его ульта наносила общий урон максимально с коэффициентом в 700%. Как видите, у меня нет волки, но я решил проблему с ротацией и скорейшим воскрешением. Я использую Имани, она также находится у нас из фракции пироса, и на пробудах она уменьшает время своего возрождения. И когда мы ставим ее на стол, она увеличивает свою атаку, крит шанс, скорость атаки, короче, наваливает очень много, поэтому использовать ее в ротации именно здесь я посчитал более выгодным. Плюс лорка сама по себе заливает ярку, плюс и мани во время выставления увеличивает свои показатели урона, поэтому пришлось делать так. И также пирос. Это очень интересный козел. Не знаю, фича это или баг, но когда мы ультуем пиросом, то наши остальные представители должны быть тоже в состоянии ульты для увеличения наносимого урона, за исключением Зелиты, потому что она может упасть прицепом уже в момент активной ульты пироса, активировать свою, но только со второй ульты пироса. Первая ульта не поддается объяснению, она не хочет падать ему на хвост, но падение именно на хвост и включение Зелиты после пироса способствует тому, чтобы дед ультил дважды за ее одну ульту, за счет чего Зелитка будет наносить во время своей ульты, грубо говоря, 1400% урона, потому что дед будет собирать всю команду дважды. Ну и также сразу я пиросом не ультую, я жду пока зарядится Долорес, чтобы она прожала свою ульту, и потом уже пирос собрал в атаку своих представителей фракции, и под ультой Долорес, под ее первой ультой, нанес урон. Да, это, наверное, вы скажете невыгодно, но у меня есть лорка, которая заливает ульту, которая заливает ярость всем героям, которые ее окружают, и до первого щита Долорес всегда успевает снова заполнить свою ярость. И вот пошла ульта Долорес, пошла замена Долорес на Имани, как видите. Пирос прошел первую ульту свою, он собрал всех, он сейчас находится уже почти что в откате, но он достаточно быстро регенит свою ярость. И, как видите, команда, которая у меня есть, Имани только включилась ульта. Филин, да, он пропускает свой ульт во время ульты уже второй пироса, но не суть важно, потому что у меня зарядилась Долорес, у меня заряженная Зелита, и вся надежда и расчет только на нее. И вот, включили всех. Филин уже включается позже. Но 6000 крови после первого щита мы нанесли. И я считаю, это хороший показатель. Плюс я отзываю Имани сразу после второй ульты пироса, как только она сплюнет свой усиленный удар, чтобы она успела по своим таймингам возрождения именно откатиться к выставлению на второй щит. И сейчас у меня зайдет лорка опять. Плюс очень важный момент, хилы, которые у нас участвуют на кланбоссе. Если до ребаланса хилов у нас, ну, по крайней мере, у меня хорошо, Долорес смогла тащить весь пак на себе, да, он был полудохлый, но они были живы, то сейчас от Долорес толку как от хила нет никакого. Я использую Hello, потому что она регенит ярость. Также можно и нужно использовать Элавин, у кого она есть, но, к сожалению, Элавин в моем пике ни к силу, ни к городу, потому что она должна стоять на месте лорки, которая у меня прям хорошо заливает ярость. И тут уже надо выбирать либо она, либо лорка, либо Элавин. И вот второй щит. Во время второго щита, да, я деда жму по КД всегда, но, как видите, уже у нас разрушительный поток почти что дошел, но дед уже активен, у меня активны все, и сейчас будет сплёв урона, щит пробит. Это очень тонкий момент, да, потому что не всегда раньше у меня пробивался щит, пока я не выгадал эти тайминги, эти вот микросекунды, но сейчас уже будет проще, и после второго щита мы вот уже нанесли почти что 15 тысяч крови урона, а у нас еще 2 минуты. И сейчас, да, я сейчас не выставляю Лорел, я сейчас просто всеми персами стою и коплю ярость. Как видите, они у меня уже все готовы ультить, и я просто жду сейчас, пока появится щит, чтобы включить персов, Филина и Имани, потом включить. Вот, перс включился, он собрал всех, и, как видите, щит совершенно спокойно пробивается. И вот они, 20 тысяч крови, уже прошли свой этап. Теперь бы, конечно, мне бы сюда вместо гнева Торадора, вместо пироса бы Твинфилда, и урона было бы побольше. Еще бы Хекса сюда, и, наверное, я бы отказался все-таки от Лорел и уже устраивал бы безротационные бойни. Но
что есть, то есть. Почти что 25 тысяч крови, да, уроны иногда скачут от 24 до 27 тысяч именно по клан-боссу. Ну и давайте посмотрим, кто что сумел наковырять за этот бой. Зилита 55 миллионов, Выз 37, Сало 24, ну в принципе как и было, ничего не изменилось, вот оно. Вот оно так. В общем рейтинге по урону на К4 там где-то в районе 70-х мест. Но это с приходом, потому что староверов, и они там уже по 50 тысяч крови с ключа бьют. Некоторые подходят к этому промежутку, к этой вехе. Ну а на этом все. Если вам было интересно и вы почерпнули для себя что-то новое, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И давайте прощаться. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!